Каждый человек, начиная играть в любую игру, поначалу боготворит ее и хвалит. Видит в ней сплошные плюсы и никаких минусов, потому что он ловит кайф от этой игры. Но все же, если смотреть в глаза реале, то в каждой игре есть такие штуки, которые просто выводят игроков из себя, после чего в нее люди перестают хотеть играть. Меня зовут Catfish Studio, и в этом ролике мы поговорим о вот таких вот штуках в Car X Drift Racing 2, которые раздражают игроков. Car X Drift Racing 2 когда-то была и для меня той игрой, которую я боготворил и не видел в ней вообще никаких минусов, потому что когда я только ее скачал и попробовал поиграть, я испытывал вот это вот чувство эйфории, наверное, что ли месяца 2. Но когда начал более-менее плотно играть и все изучать, то да, и в ней я начал находить вещи, которые постепенно меня раздражают, да и не только меня, но и остальных игроков. Да, я, если честно, и сейчас ловлю жесткий кайф от игры, и как бы эти минусы я плевал на них, потому что игра, реально божественная. Но это уже совсем другое. Первое, что меня начало очень люто раздражать в Car X, это зона постановки на разных конфигах. Как нам известно, в одиночной игре мы не делаем разгон сами. За нас делает эта игра вот таким вот способом, одновременно отсчитывая время до начала гонки. И вот в Car X есть супер конфиги, на которых зона постановки просто убогая. И начинает с поворота, к примеру. Раздражает игроков то, что они едут на стрит-колесах, фарме серебро, игра их разгоняет до высокой скорости на постановке, а на этом конфиге скорости не нужна. Тут после постановки оттормозиться бы хотя бы, что ли, чтобы не разбиться. А про набор очков или там какие-то R1 на карте взять, это уж вообще, никто не говорит. По мне, нужно либо игрокам дать с самого начала брать вручную разгон, либо не делать просто его длинным до того момента, когда уже тормозить надо. А у вас машина, летит 140 км в час. Подальше, что ли, отсчет бы кончался, я не знаю. Время среагировать хотя было бы на поворот и скорость. Второе, быстрая постановка. В Car X, когда вы едете заезд, вам игра начисляет всякие штучки-дрючки по типу большой угол, идеальный дрифт и так далее, которые дают вам бонусные очки ДП к заезду. Как мы знаем, Car X предлагает нам проходить задания в одиночной игре. И там есть вот это вот коварное задание, которое называется «Сделать быструю постановку». Вся соль заключается в том, что игра считает за быструю постановку просто дергание ручника на скорости больше 95 км в час и все. Как мы знаем, правильно делать постановку с флипа. Это когда вы сначала рулите в одну сторону, а потом резко в сторону заноса. Дергаете ручник и резко ставите. Но игра это правильным, видимо, не считает. Едете вы вот на красном кольце. Задание у вас сделать быструю постановку. Делаете флип, как это надо по-правильному делать. А тут... игра вам не засчитывает вообще никакой постановки. Да, в случае того, если вы по-правильному делаете идеальную быструю постановку, у вас должна вылетать такая же штучка, идеальная постановка. Но вот она вылетает только тогда, когда вы будете ровно прямо ехать и дернете ручник, и начнете свой занос, благодаря чему ваша машина уйдет на внешнюю траекторию и будет... По мне, нужно просто как-то сделать так, чтобы игра считывала флип как постановку и определяла все правильно. Вот. А как это сделать, вы можете узнать на канале. Ты думал, будет реклама? Третье — солнце. В игре, как известно, есть огромное количество конфигов трасс, на которых вы хотите показывать результаты, тренируетесь, чтобы это делать более красиво и качественно. В Car X есть такая штука, как смена погоды. Каждый раз, когда вы перезапускаете трассу, игра меняет положение солнца. И иногда получается так, что игра ставит солнце в такое положение, что некоторые участки трассы очень сложно рассмотреть, потому что объекты на карте загораживают пучок света, идущий от солнца. К примеру, это можно заметить на карте Санкт-Петербург, Red Rock и новой карте Airfield, где солнце постоянно мешает какие-то объекты в зонах перекладки, благодаря чему вы удачно снесете бампер лидеру на перекладке. На тебя въебало, блядь. Да, это на самом деле несомненно круто, что в игре меняется солнце и так далее, и так далее. Но, как нам известна проблема людей с нагреванием телефона и оптимизацией этой игры, то эти вот участки, которые темные на трассе, множество игроков просто ненавидят, потому что они играют на супер минимальных настройках, так плюс еще и яркость телефона снижают, чтобы телефон не нагревался и сильно быстро не садился аккумулятор. Да, и еще ставят энергосбережение, где там вообще можно сидеть вот так играть в светлых-то участках карты. А когда заехали в темные, тут уже как бы чисто на ощупь люди передвигаются, потому что ни черта не видать.
Я вижу решение этой штуки как понижение контрастности в игре и регулировка цветокоррекции, но которая, естественно, не будет жрать ресурсы телефона. Четвертое — пауза в игре. Как нам всем известно, перед началом заезда у нас идет либо анимация, как наша машина берет разгон, либо отсчет до того, как мы сами будем начинать брать разгон. И раздражает достаточно немало тот факт, что пока идет этот сраный отсчет времени, когда вы нафиг ничего не делаете, даже телефон, может, не держите в руках еще, нельзя зайти в настройки игры или поставить ее на паузу. Сделать это можно будет только в том случае, если ваш заезд начался. То есть уже в момент начала заезда вы сможете только нажать на паузу. И то через несколько секунд от начала заезда вы сможете это примерно сделать. То это баг, что ли, то я не знаю, но эта кнопка просто-напросто не клацается и все. Раздражает эта штука тем, что вы, может быть, выронили телефон из рук и быстрее хотите поднять его и видите, что там мало секунд осталось до начала заезда, жмете на паузу, а там... Сейчас, смотрите, обманку сделаю. Ну как? Да похуй вообще. В общем говоря, в корысть, как и во всех других играх, есть бесящие игроков вещи. И если вас раздражает что-то еще, то пишите это в комментарии, ставьте лайкос, а я с вами прощаюсь на этом и всем пока-пока.